Привет, дорогие друзья! Надеюсь, у вас все хорошо. Сегодня мы будем готовить замечательные томленые говяжьи голяшки в грибном соусе. Говяжьи голяшки, если хотите по-модному, то стейк оссабука, как его называют в Италии. Хотя оссабука — это еще помимо всего и блюдо, тушеное в томатах, с луком, с сельдереем. Очень вкусное и ароматное. Но мы сегодня будем готовить по сезону с грибами. Я сегодня буду использовать шампиньоны, те, которые вы можете купить в любом супермаркете. Если у вас есть сезонные грибы, лисички, белые грибы, подберезовики, вам очень повезло, я вам действительно завидую. Я хочу вас попросить не забыть прямо сейчас поставить лайк, написать комментарий и нажать колокольчик, чтобы не пропускать новые выпуски. Тем самым вы очень сильно поможете нашему каналу в развитии. А мы начинаем готовить. Сами стейки из голяшек, конечно, это сложно назвать стейками, очень хорошо подходят для тушения и томления за счет того, что здесь большое количество прожилок коллагеновых, они дают насыщенный и яркий вкус, а мясо получается очень ароматным. Также здесь есть косточка, внутри которой находится костный мозг. Он тоже вытапливается и нереально насыщает блюдо. Сами стейки перед томлением нам нужно посолить, поперчить, немножко их припудрить мукой и обжарить до хорошей золотистой корочки, чтобы пошла та самая реакция Майяра и вкус жареного мяса усилился в разы. После этого мы будем их тушить. А тушить мы их будем, как я и говорил, в грибном соусе. Для этого нужно пошинковать лук и грибы. Лук нарезаем полукольцами. Супер! Жареный лук и мясо – отличные друзья. Теперь нарезаем грибы. Их нужно нарезать крупно, можно даже половинками или четвертинками, в зависимости от того, какого размера у вас шампиньон. Вот такие крупные можно нарезать на 4 части. Супер. В общем, как вы сами все видите, количество предварительной подготовки просто минимально. Теперь наши стейки нужно посолить и поперчить. Перец буду молоть в слупке, так он свежий, более ароматный. У меня ассорти из 4 перцев, примерно 1 столовая ложка. Вот такой крупного помола. Солим и перчим с каждой стороны. Отлично. И можем отправляться к огню. Наша задача сейчас хорошенько запечатать мясо, поэтому садж и масло должны хорошенько разогреться. Вот за что я люблю чугунную посуду, хоть скреби ее, хоть не скреби, ей абсолютно все равно. Что мы сейчас делаем? Мы берем каждый стейк, немножко обволакиваем его в муке с каждой стороны и хорошенько запечатываем со всех сторон. Выглядит это следующим образом. Берем мясо и вот так вот с 2 сторон его опускаем в муку. Уже очень красивые и аппетитные кусочки. Но, как я и говорил, наша цель их не довести до готовности, а просто хорошенько обжарить со всех сторон. Поэтому, как только подзолотились, убираем их в сторону и начинаем обжаривать репчатый лук. Лук нам нужно точно так же подзолотить, при этом он уменьшится в объеме примерно в 2 раза. Лук обжарился, уменьшился в размерах, значит, самое время добавлять грибы. Смотрите, какой красивый лук. Первые 2 минуты грибы не трогаем, также даем им хорошенько зажариться. После этого их можно перемешать вместе с луком. Просто красота. Теперь самое время посолить, поперчить, добавить сметану и хорошенько протушить наш будущий грибной соус. Перец и сметану. А для того, чтобы смесь получилась еще ароматнее, добавим сухих трав: тимьян, розмарин и базилик.
Просто красота. Снимаем с огня и отставляем в сторону. Теперь у нас есть два пути. Можно пойти по-долгому и тушить наши голяшки в казане с соусом, с небольшим количеством воды достаточно долгое время, примерно 4-5 часов, для того, чтобы мясо было действительно нежное. Либо воспользоваться афганским казаном, он же скороварка. Закладываем все туда, выкладываем соус, добавляем немножко воды, ставим на огонь, и буквально уже через 50 минут у нас будет идеальная нежная говядина. У меня в нем уже примерно пол-литра воды. И отправляем туда голяшки. И выкладываем сверху грибной соус. Закрываем крышку. И ставим на огонь. После того, как закипит и начнет раздаваться свист, оставляем его томиться на 50 минут. После этого у нас будет нежнейшая говядина. Все готово. Снимем с огня, пускай немножко остынет. А на гарнир к нашей говядине предлагаю приготовить брюссельскую капусту. На мой взгляд, многие недооценивают этот овощ. Наливаю растительное масло. Отправляем обжариваться. И можно сразу немного присолить. Просто красота. Снимаем с огня и подаем все к столу. За стенами нашей беседки идет дождь, а мы с вами давайте попробуем, что же у нас получилось. Запах просто нереальный. Насыщенный аромат грибов. Я думаю, что перекладывать лучше половником. Об такое мясо и руки можно греть. Друзья мои, этот бокал я поднимаю за вас. Давайте скорее пробовать. Смотрите, какое нежное мясо. Мне очень нравится, что при таком приготовлении в афганском казане грибы сохраняют свою структуру и остаются упругими, несмотря на то, что сами полностью готовы и очень мягкие. Сочность зашкаливает. При этом говядина, смотрите, все жилки растомились. Красота. Это восхитительно.